Всем доброго утра. Сейчас 5 утра. Вот, закончила работу. Покажу вам пару ритуалов, точнее подарю. И немного пойду отдыхать. Дорогие друзья, как я и обещала, в этом году будет много чисток. Почему я дарю столько чисток? Я уже говорила. Я не успеваю всем помочь. И люди, которые нуждаются в помощи, хотя бы на то время, пока я не приму их, то есть пока не найду для них время, облегчить свою ситуацию теми чистками, которые я им дарю. Потому что чистки, проведенные мной, сильны, но чистки, которые я дарю, не менее сильные. Просто они приспособлены специально для обычных людей, чтобы не вредить им, а помочь. Итак, очень сильные чистки, которые я вам дарю. Учтите, все они очень сильные и очень действенные. И они могут и способны помочь вам выйти из трудной ситуации и жить новой жизнью. Итак, начнем. Зеркальные чистки я уже вам дарила. Есть зеркальная чистка первая, где нужно зеркальный коридор делать. Есть зеркальная чистка вторая. И та, и вторая очень сильная. Вообще зеркальные чистки особенно сильные, но без руководства профессионала не трогайте зеркала, потому что зеркала очень опасны. Зеркало, дорогие друзья, это вход в потусторонние миры. Это самый кратчайший вход. Именно поэтому, когда человек умирает, дома развешивают зеркала. Для того, чтобы его душа не потерялась в зазеркалье, а ушла в покой. Иногда в зеркалах можно увидеть отражение других людей. Иногда ночью, взглянув в зеркало, вы можете испугаться. Вам покажется, что оттуда смотрит некто другой. Причем лицо ваше очень озлобленное, со скалом смотрит на вас. Вроде то же самое лицо, но вы чувствуете недобрый взгляд оттуда. В древние времена считалось, что зеркало показывает не вас, а вашего демона, демона-хранителя. С зеркалами связано очень много легенд, очень много рассказов, очень много примет. Вызовы женихов через зеркала заканчивались трагедией для девушек. Их находили удушенными. Иногда через зеркала может быть удар физический. Вы не думайте, что духи не могут вам навредить физически, могут, дорогие друзья. Если вы тронете запретное, то это дает им право, я уже вам говорила, нарушая закон Вселенной, вы как бы развязываете им руки. Если до этого момента был определенный запрет к вашему физическому телу, они могли только запугать, только создать какой-то шум, то есть привести вас в такое состояние иступления, то явные нарушения законов магии, влезть куда не следует, очень чревато. Чревато сумасшествием, чревато ударами по лицу. Удары по лицу получали люди, и у них кривилось лицо. Я знаю такие случаи, когда получали инсульт, потом очень долго лечились, очень долго исправляли, и до конца так и не исправили. Все равно какой-то определенный след остался. Натурально удар, очень сильный физический удар, который почувствовала, например, женщина после развода мужа, захотела узнать, кто разрушил их семью. И она где-то в интернете прочитала заклинание, чтобы понять, увидеть соперницу. И в зеркале появилось нечто чудовищное.
Она должна была что-то прочитать, кинуть платок. Вы знаете, очень легко сказать это сделать. Почему? Потому что люди теряются. Вы не профессионалы. Вы теряетесь. Если уж я могу потеряться в этот момент и как бы с трудом возьму себя в руки, то вы не возьмете себя в руки никогда. Можете выскочить, убежать, кричать. И вот эти вызовы духов на зеркало, вызовы пиковых дам, вызовы какого-то зеркальника, вызов жениха, вызов врага, соперницы и прочее очень чреваты для вас. Поэтому с зеркалами как бы не шутите. С любыми зеркалами. Но это обсидиановое зеркало черное. Это вообще магическое зеркало. А уж и с простыми тем более шутить нельзя. Разбитые зеркала киньте через левое плечо, если это маленькое. Если это большое, заройте или оставьте с откупом. Разбитое зеркало нехорошо. Это к разводу, к разрыву, к смерти. В любом случае. У меня первый брак распался, когда я увидела, как трещина пошла по зеркалу просто в ванной. Я просто мыла руки, и абсолютно на пустом месте пошла трещина по зеркалу. Она надвое, можно сказать, разделилась. И я поняла, браку конец, разделили нас надвое. Вот так меня предупредили. Кроме того, с зеркалами связанные приметы, не смотреться в треснувшее зеркало, потому что оттуда уже идет нехорошая энергетика. Знаете, все легенды с вогнутыми зеркалами. Одним словом, про зеркала я много рассказывала. Но если вам дает профессионал, то смело делайте, потому что опасности для вас в этом случае нет, если все сделаете правильно. Но если не сделаете правильно, у вас всего лишь не получится. И все. Другой опасности с этими ритуалами, подаренными мной вам, нет на самом деле. Но непроверенные ритуалы, непроверенного человека, которого вы не знаете, человека, которому не знаете, что говорят, как говорят, насколько этот человек действительно профессионал своего дела, не стоит рисковать. Дорогие друзья, это очень сильная чистка. Очень. Поэтому, почему я пишу сильная чистка, обычная чистка, очень сильная чистка, чтобы вы знали, чтобы вы морально подготовились к тому, что это не игра, что к этому надо готовиться. Первое. Прежде чем провести такую чистку, 3 дня нельзя есть мясное. Желательно и яйца тоже не есть. То есть постарайтесь есть больше растительную пищу, там, крупы и так далее. То есть мясного, даже бульона мясного, даже как бы этих искусственных бульонов абсолютно не трогать. Для того, чтобы ваш организм был готов. Очищение от мяса иногда, знаете, иногда питание постными как бы завтраками и обедами, оно очень полезно. Оно, во-первых, очищает и сосуды, и организм, и, во-вторых, ощущение легкости, немножко планка поднимается, другое состояние души, измененного сознания. То есть бескровная пища 3 дня, это раз. Следующий момент. Подготовьте черную ткань, купите новое зеркало, абсолютно новое зеркало, купите любой день, кроме воскресенья. Не берите сдачи. Или отдайте столько, сколько она стоит, или отдайте так, чтобы не было слишком много сдач. Сдачи не берите. Или карты расплачивайтесь, в конце концов. Любой день, кроме воскресенья, покупайте зеркало. Среднее, маленькое зеркало. Делается в 3 этапа. Сейчас я вам объясню. У меня сейчас нет сил, на самом деле, вот это все показывать воочию. Я вам просто буду рассказывать, а вы поймете, как быть. Момент первый. Вам нужно одно зеркало, которое висит на стене. Второе зеркало, которое будете держать в руке. Некий зеркальный коридор. Это немножко схоже с первой чисткой, но здесь немножко поэтапно разные. Они все по-своему сильны, дорогие друзья. Нету слабых чисток, но есть очень сильные.
Есть чрезмерно сильные чистки, которые могут немножко тряхануть, и нужно быть готовым. Поэтому я и называю сильные чистки, да. Зеркало держите, маленькое зеркало перед собой. Становитесь спиной к большому зеркалу. Между зеркалами держите свечу. И можете переписать и текст держать. Вот так вот, как бы, если вам удобно. Нужно так, чтобы то есть свеча отражалась в двух зеркалах, как и в первой чистке. Отражалась и получался коридор, зеркальный коридор. То есть я надеюсь, поняли, о чем речь. Так вот, делается зеркальный коридор и читайте 6 раз. Слова следующие. Тать зазеркальная, сила древняя, сила вечная, заклинаю тебя, отрази мои страхи, маяту, суету, черную беду, заклятие и проклятие, ядову печать. С меня забери, очисти мое тело, белую кость, красную кровь. Заклинаю. 6 раз прочитали. Принесите, поставьте зеркало, вот, то есть свечу на стол. Свеча может быть обычная восковая свеча, но тонкая. Все эти свечи должны догореть. Да, извиняюсь, забыла сказать. С 00 до 03 ночи делается это. Итак, желательно, когда вы будете делать зеркальный коридор, чтобы животных не было в том помещении, где вы будете делать, то есть в той комнате. А следующий уже можно, в общем, в общей комнате. 6 раз прочитали, еще раз говорю. Тать зазеркальная, сила древняя, сила вечная, заклинаю тебя. Отрази мои страхи, маяту, суету, черную беду, заклятие и проклятие, ядову печать. С меня забери, очисти мое тело, белую кость, красную кровь, заклинаю. 6 раз прочитали, принесли. Поставили просто на стол. Берете другую восковую свечу, зажигаете. Ложите рядом черную ткань, ставите зеркало, которое купили. Перед зеркалом ставите емкость с водой. Сыпите туда соль, в эту воду, ставите перед зеркалом и начинаете, глядя в зеркало, читать. Не бойтесь, что бы вы там не увидели, оно вам не опасно. С вами ничего не случится, но смотрите туда. Зеркало будет вас тянуть, как будто гипнотизирует, как будто тянет туда, внутрь. Читайте. Захочется спать, глаза будут слепаться, закрываться, дочитайте. 6 раз вы должны читать это заклятие, пока первая свеча горит, и вторая будет потом гореть. Далее объясню, как надо делать. Итак, начали. Тать зазеркальная, в тебе сила Нави и Яви. Отвори свои двери. Расширься, раскройся, тайная дверь откройся. Мой наказ тропой тайной проведи, слово мое сильное в зеркало пройдет, черного зеркальника найдет. О, черный зеркальник, зеркальный страж, даю тебе свой наказ, забери с меня всю черноту и скверну. Кто меня сглазил, али попортил, за глаза проклинал, или за спиной кричал, ноги связали, руки ломали, колдовством проклинали, али руны рисовали, иглами кололи, ножами протыкали, шептали, призоры кидали, и погибели моей ждали. Всю черноту зеркальнику отдаю, с меня забрано, зеркальное, извиняюсь, с меня забрано, заклинаю, через зеркальную тать с меня порчу забрать, закрыть и спрятать, обратно не пускать. Что злой силой наслано, темной силой снимается. Солнце с луною не знается, насланное с меня снимается. Как зеркальник страха не знает, так и порчи меня покидают. Свечам гореть, порче уйти, свечам гореть, свечам тлеть, порче уйти, обратной дороги не иметь.
истинно так. Вот именно, как я сказала, несколько раз повторяем. Свечам, свечам. Акцент делаем на этом. Немножко усталость сказывается, но ничего. Наберем тексты и все поймете, что после чего надо делать и как. Третий этап. Вот вы это сказали, оставили эти две свечи. Одна с первой чистки, то есть с первого этапа, второй со второго этапа поставили на стол, третий зажигаем свечу, идем в ванную, ставим перед раковиной, смотрим в зеркало и моем лицо. Смотрим и умываем лицо. 6 раз говорим. Зеркало, отразись, отражение исказись, скверну с меня сними, меня освободи, черноту забери. Заклинаю. 6 раз сказали, умыли лицо с этой солью. Подолом платья или халата или ночнушки вытираете лицо. Да, я думаю, что вам говорить не нужно, что волосы желательно распустить в такое время. Идете, ставите эти свечи догореть, и они должны догореть. Ложитесь спать. Или подождите, пока догорят. Или оставьте так в безопасном месте, чтобы ничего не случилось. Ну, возьмите, например, какую-нибудь железную там миску, вот внутрь поставьте, чтобы она догорела. И вы ложитесь спать, ни с кем не разговаривая. На следующий день берете 6 монет. Находите 6 деревьев. Вот будете гулять, может, с собакой. Кидайте под каждое дерево по одной монете. Желательно пятаки или десятки. Но если нет, то можно любой. Говорите, откупаюсь. Все, под 6 деревьями кинули и ушли. У вас первый же день чистки будет очень сильная легкость, спокойствие и сон будет очень глубокий. Поэтому, может быть, сделайте такой день, когда вам на следующий день не нужно как бы идти на работу. Что делать с огарками свечей? Их просто выкинуть. В этом случае можете просто выкинуть. Главное, чтобы вы откупились потом. И завершили, то есть поставили точку, завершающий этап. И вы сами почувствуете, как ваша жизнь очистится. Время от времени проводите зеркальные чистки, даже если у вас очищено, все хорошо. Вокруг нас очень много зависти, очень много никчемных существ, которые ничего не добились в жизни, но с большой радостью будут гадить и портить вам жизнь, потому как у них от бессилия уже другого выбора не остается. Так что время от времени проведите. А эту еще одну чистку дарю вам. Она очень сильна и очень поможет вылезти даже из самых опасных ситуаций. Всем удачи!